В сегодняшнем мастер-классе мы научимся набирать петли итальянским способом. Этот способ набора применяется в основном для резинок по линии низа изделия и рукавов, а также в тех случаях, когда нужно получить эластичный, не тугой и легко растяжимый край. Во второй части урока мы будем провязывать наш набранный итальянский ряд с переходом на резинку 1 на 1. В третьей части урока мы рассмотрим, как провязать набранный ряд с помощью приема полая вязка, и в итоге у нас получится аккуратная резинка 2 на 2. Для итальянского набора нам понадобится всего одна спица, и она должна быть на 1-2 размера меньше спиц, которыми мы будем вязать резинку. Первую петлю делаем как при обычном наборе петель. Дальше заводим спицу под нить, идущую от большого пальца, и протягиваем нить, идущую от указательного пальца. Повторяем то же самое действие, только с другой стороны. Заводим спицу под нить, идущую от указательного пальца, и протягиваем нить, идущую от большого пальца. На спице, как мы видим, образовалось 3 набранных петли. Повторим это же самое движение несколько раз, поочередно с разных сторон. В резинках 1 на 1, 2 на 2, 3 на 3 и так далее. Первая цифра указывает на количество лицевых петель, а вторая на количество изнаночных. Для резинки 1 на 1 можно набирать любое количество петель, но желательно, чтобы это было нечетное число, для того, чтобы каждый ряд начинался и заканчивался на одну и ту же самую петлю, например, изнаночную. Для резинки 2 на 2 нужно набирать такое количество петель, которое делится на 4, плюс 2 кромочные петли. Например, число 20 делится на 4, плюс 2 кромочные, получается 22 петли. Наберем для образца именно 22 петли. Закончим наш набор последней 22 петлей, которую делаем обычным классическим способом. Набор окончен, и теперь нужно проверить, не перекрутились ли наши набранные петли во время набора. Места пересечения нитей должны находиться внизу под спицей, при необходимости поправляем их пальцем. Теперь рассмотрим, как провязать набранный ряд так, чтобы получилась резинка 1 на 1 и резинка 2 на 2. Начнем вязать резинку 1 на 1. Берем вторую спицу меньшего размера. Первую петлю снимаем, не провязывая, как лицевую, то есть рабочая нить у нас должна быть сзади, за спицей. Дальше вяжем поочередно лицевые и изнаночные петли до конца ряда. Заканчиваем ряд лицевой петлей. Второй ряд начинаем с кромочной петли, которую не провязываем, а просто снимаем как изнаночную, то есть рабочая нить, которая тянется от клубка, должна быть спереди, перед спицей. Дальше вяжем поочередно лицевые и изнаночные петли до конца ряда. Все последующие ряды вяжем так же, как второй. Провяжем несколько рядов и посмотрим, что у нас получится. У нас вышла вот такая аккуратная резинка 1 на 1 с эластичным краем, который легко растягивается и после растяжения не деформируется. Теперь вернемся к нашему набранному ряду и разберем, как вязать резинку 2 на 2. Для того, чтобы у нас получилась резинка 2 на 2, нужно сначала провязать 2 ряда полой резинкой спицами меньшего размера. Давайте посмотрим, как это делается. Первую петлю снимаем, не провязывая, это кромочная петля. Следующая петля выглядит как лицевая, провязываем ее лицевой за заднюю стенку.
Следующая петля выглядит как изнаночная, ее мы снимаем не провязывая, при этом рабочая нить должна быть перед петлей. Повторим до конца ряда поочередно лицевые петли и не провязанные изнаночные с нитью перед петлей. Закончим наш ряд лицевой петлей. Перевернем вязание и провяжем второй ряд. Первую петлю снимаем как изнаночную, нить должна быть перед спицей. Все лицевые петли провязываем лицевыми классическим способом за переднюю стенку. А все изнаночные, так же как в первом ряду, снимаем не провязывая с нитью перед петлей. Заканчиваем второй ряд так же, как и первый, лицевой петлей. Начиная с третьего ряда будем вязать резинку 2 на 2 спицами большего размера. Первую петлю снимаем не провязывая, как изнаночную. Дальше лицевую петлю провязываем лицевой, изнаночную провязываем изнаночной. Следующие 2 петли меняем местами. Для этого подхватываем изнаночную вторую петлю за вязанием, снимаем обе петли со спицы, затем подхватываем левой спицей упавшую лицевую петлю перед вязанием и возвращаем изнаночную петлю на левую спицу. Теперь изнаночную петлю провязываем изнаночной, а следующие 2 петли провязываем лицевыми классическими. Повторяем то же самое до конца ряда. То есть изнаночную петлю провязываем изнаночной, следующие 2 петли меняем местами. Дальше изнаночную провязываем изнаночной и 2 стоящие рядом лицевые петли вяжем лицевыми классическими. Заканчиваем ряд 2 лицевыми петлями. Переворачиваем вязание и вяжем 4-й ряд спицей того же самого большего размера. 4-й ряд вяжем таким образом. Первую петлю снимаем как изнаночную, вторую провязываем изнаночной. Дальше до конца ряда вяжем поочередно 2 лицевые и 2 изнаночные петли. Заканчиваем ряд 2 изнаночными. Теперь провяжем несколько рядов так же, как в 4-м ряду, и посмотрим, что у нас получится. У нас вышла вот такая красивая резинка 2 на 2. Она эластичная внизу, и при растяжении ее низ не рвется и не деформируется. Нижний край резинки выглядит как край, связанный на вязальной машине. Надеюсь, что эти несложные приемы помогли вам освоить французский способ набора петель с переходом на резинку 1 на 1 и резинку 2 на 2.
Пишите в комментариях, какие приемы набора петель в своих творческих проектах используете вы. Подписывайтесь на канал «Интересные идеи» вместе с друзьями и ставьте лайки. До новых встреч!